Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Guard.ua. Присаживайтесь и поудобнее, потому что мы сегодня будем творить контент. Я сегодня хочу поиграть через темпларку. Хоть здесь я вижу, что есть драконы, но у меня цель поиграть на убийцах, потому что я хочу полностью раскрыть вам потенциал убийц. Тут еще есть и Джезл Киры, поэтому если на 10 раунде мне упадет Джезл Киры, то мы будем этот Джезл Киры реализовывать на 200%. Но в целом я хочу попробовать на темпларке сыграть. Ну, это, конечно, все вместе будет. Короче, ребята, я думаю, вы все прекрасно поняли. Жезл Кира мне нужен чисто для того, чтобы я однозвездочные фигуры сделал в 3 звезды и спокойно там шел в уровень себе потихонечку, собирал себе дальше свою сборку, которую я хочу изначально, это, ну, естественно, убийцы. И темпларочку, ну, как минимум в 2 звезды она мне нужна, потому что в 1 звезду вряд ли я что-либо на ней смогу сделать. Возможно, вообще я сыграю в этой игре на мартретке, ну, смотря как, короче, пойдет. Пойдет хорошо, будет мартретка. Пойдет еще лучше, будет, соответственно, темпларка. Посмотрим. Может, мне получится и то собрать. И у меня будет 2 керри вместо 1. В общем, приятного всем просмотра, приятного аппетита, приятных снов и хорошего, соответственно, вам дня. Не забудь поставить свой лайк, подписаться, если ты еще не подписан. И на мой телеграм-канал тоже подпишись. И, к сожалению, у меня плохие новости. Это касается вчерашнего стрима. Как вы уже могли понять, то его не было, потому что у меня было в это время отключение света. И сделать с этим я как бы ничего не могу. Если получится, в следующем году куплю себе зарядную станцию, которая будет держать мой ком 5-6 часов без подзарядки и все такое, то будет стрим по расписанию, без каких-либо отключений и тому подобное. Но на это нужно выделить финансы, как они будут, соответственно, все будет комфортно, красиво. Вот, все. Такую вот важную информацию вкинул. А теперь давайте насладимся этой каточкой. Так. На самом деле, тут такой соблазн сыграть на драконах, потому что есть и Джакира, и Минер. Вот на самом деле, 2 этих героя уже есть, и уже хочется как бы на драконах сыграть. Хотя убийцы мне вроде бы как бы неплохо идут. Но у меня рубрика все по 2. Я, кстати, возьму жетон отступника, потому что я уверен, что здесь будут собираться как гоблины, так и древние. И, соответственно, этот жетон отступника даст мне много урона. Так как я играю сейчас на убийцах, и я напомню, что у убийц теперь на всех уровнях синергии 100% гарантированный крит с первого удара. Это прям вообще 10 из 10, поэтому чем больше урона, тем, соответственно, быстрее я их буду ваншотать. А если получится еще из первой тычки их позабирать, так вообще 10 из 10 будет. Мне бы, конечно, на самом деле хотелось, чтобы вот, допустим, у меня такие 2 предмета упало. Я бы хотел, чтобы не упала палка. Чтобы просто была скорость атаки. Либо же даже не палка, а, кстати, не один такой хороший. Там у чувака на первом месте тоже рубрика все по 2. Так вот, точнее не палка мне нужна, а минус броня. Минус 6 брони, тогда у меня там крит будет вылетать сумасшедший. Там такие заоблачные цифры будут, что ну его в баню. Так, кстати, если что, на сегодня это у меня 3-я игра. У меня получилось записать одну тоже интересную игру. Но из-за того, что там у меня еще одна игра с драконами получилась, я как бы не особо хочу ее выкладывать, потому что контента под синергия драконов у меня было очень много, поэтому через несколько дней эту каточку с драконами я выложу. Там она эпичная. Такая баталия была лютая, что ну его в баню. Там перестроек было 20 на 20, грубо говоря. Ну ладно, короче. Хочу сегодня именно убийц попробовать и выложить вам убийц. Вот. Поэтому пробую, стараюсь. Погнали. Так, у моих противников там тоже хорошие столы. На самом деле. Не нравится мне чел на первом месте, у него там рубрика реально все по 2. Опасно, очень опасно. Ну, типа, если у него в один момент придет огромный апгрейд, то ой, какие будут беды на мою голову. Беды с головой. Ладно. Ладно. Я подумал, что сейчас этот раунд проиграю. Тот раунд, который я не должен был проиграть, я думал, что я сейчас проиграю, если бы Лина кастанула лагуна немножко не туда, куда надо. Но Лина сделала все правильно. Она кастанула лагуну туда, куда мне надо. Я, наверное, кстати, продам Энчу и ЦМ-ку, чтобы выйти в 30 монет. На самом деле, что хочу сказать. Последние несколько дней у меня такие потные игры. И все эти игры, они чуть ли не по 50 минут идут. Не знаю, с чем это связано, но прям такая, знаете... Все игры эпичные. Как ты себе Марси достал на 4-м уровне? Ну ладно. Одну Марси, в принципе, можно было бы найти.
Чел на первом месте там нашел 2 древних уже. 2 дарксиров. Это плохо. По-любому в этой игре будут гоблины плюс древние. И вот, кстати, посмотрим, как я буду с ними справляться. Ну, на самом деле, с ними справляться довольно-таки будет легко, потому что я поставлю элементарно. Это 6 убийц, 4 ведьмака. Все. Ставлю 6 убийц, 4 ведьмака и буду кайфовать. Против рыцарей, против гоблинов. Вообще плевать, против кого угодно буду. Буду просто кайфовать против них. Блин. Ну не идет у меня апгрейд вообще. Тупо рубрика все по 2 стоит, а апгрейда тупо нет. И делать что ты хочешь с этим. Обидно. Обидно. Очень обидно. Ну ладно, надеемся на то, что на 10-м раунде мне упадет Джезалкира. Упадет Джезалкир и будет кайф. Чел нашел себе просто Дарксиров 2 звезды. Каким образом нашел? Вообще непонятно. Чел там панду нашел. Ну ладно, это нормально. Там магическую панду нашел. Это такое. Просто если он и дальше будет сидеть через панд, это будет печально для меня. Печально, потому что... Как мы знаем, когда приходит вторая панда, если дальше идет все как надо, то там такой пандопад начинается, и ты такое можешь там собрать, что ну его в баню. Тут, кстати, могут шаманы нарисоваться резко, потому что есть импресска. И если вот этот вот парень, который играет через панд, будет дальше сидеть, ему придет нефритовый генерал, скорее всего, он соберет себе шаманов. И вот против шаманов будет уже трудно играть. Хотя... А может быть, даже и не будет трудно играть. Посмотрим. Посмотрим. Что-то как-то... Ну, хоть усиление хоть какое-то пришло. Что-то как-то меня пока что выносят. Но это чисто из-за того, что у меня стол довольно-таки слабоватый. Мне бы какую-то хорошую стенку. А еще лучше усиление в виде 2 звезд. Было бы вообще 10 из 10. Может, Тинкера поставить вместо Агра? Ну, палка, окей. Палка плюс палка. Я на самом деле рассчитывал на то, что мне упадет предмет минус 6 брони. Я просто так в моменте подумал, что минус 6 брони даст мне намного больше, чем в 2 героях у меня будет находиться плюс 25 урона меч. Так, чел нашел раннего котла и ранний баф людей. Хьюстон, у нас проблемы. У нас огромнейшие проблемы. Да. Ладно, мы хотя бы его снесли. Я что говорю, что у нас проблема? Потому что он будет играть через магов-драконов. И не дай бог, ему будут дальше хорошие люди приходить. Вот ему сейчас Котл пришел. Дальше ему придет Кунка. И все. Не пиши пропало. Но у меня, кстати, немножко усиления уже приходит. Вот-вот-вот. Я надеюсь, так дальше будет идти. Хорошо будет идти. По крайней мере, я на это надеюсь. Надеюсь, что мне Тинкер вообще в 2 звезды придет. Как помню, то Тинкер в 2 звезды это такой парень, который может сносить все, что хочешь. Как? Серьезно? На 4-м уровне ты находишь 2 Марсы, собираешь себе эльфов. Походу, это будет еще один скилловичок, который себе соберет... Ну ладно. Ладно. Я через убийц играю, мне на этого антимага, в принципе, пофиг. Если бы у меня был немного другой стол, мне бы на этого антимага было бы не пофиг. Этот бы антимаг взорвал бы мне 5-ю точку, будь здоров. Поставил сейчас, если что, агра, потому что у меня гоблин-убийца 2 звезды, я хочу, чтобы он 2 сюрикена накидывал. Мне надо с него деньги получить. Тут темный лорд 2 звезды, ну это скилл. Ну это, в принципе, то, что сейчас происходит на ваших экранах, это скилл. И все. Да. А еще у меня, кстати, режим Жигуля включился, как вы поняли. Сейчас я деньги тратить не буду. Я подожду сейчас, что мне упадет за реликвия. Посмотрю, что мне упадет за реликвию. И от этого я буду уже отталкиваться. Там 2 чувака нашли себе Дарксиров в 2 звезды. Это, если что, Темный Лорд. Я иногда называю его Темный Лорд, а иногда называю его Дарксиром. Потому что, на самом деле, и название Темный Лорд прикольно звучит. И Дарксир тоже прикольно звучит. Ну, ладно. А ну-ка, кстати, напишите в комментариях, как вам больше нравится, когда я называю героев. Дарксир или Темный Лорд? Давайте такой вот легкий вкид закидываю. Байт на комментарии. Ну что, мне нужны ваши комментарии. Мне нужны ваши лайки, мне нужны ваши комментарии. Поэтому давайте, не стесняйтесь, поддерживайте меня. Поддерживайте. Блин, а еще начинает уже на улице холодать. Ну, довольно-таки сильно холодать. И... нос начинает просто рандомим.
Ну, кстати. Блин, жалко, я 2 жрецов не брал. В принципе, неплохо. Вообще неплохо. Поставлю сейчас 2 тинкеров. Но на самом деле реально неплохо. Если я сейчас еще буду один с аптечкой, то это будет вообще неплохо. Я сейчас буду просто разменивать свой хп на уровень и все. Быстрее возьму уровень, соответственно, быстрее выйду в 10-й. На 10-м начну ролиться. Найду себе темпларку. Ну, надеюсь. Не буду загадывать, потому что я знаю, что если я скажу, что случится, то этого объективно не случится. Если, знаете, есть такая вот жизненная ситуация, я думаю, она у многих такая, но когда ты говоришь о чем-то, это тебе не приходит. Хотя я не думаю, что когда вы играете в игру, и вы такие разговариваете сами с собой, как это делаю я на запись. Ну, я-то делаю на запись. А если вы будете сами разговаривать в одной комнате, это будет интересно выглядеть. Ого. Прикиньте, он, походу, себе на 5-м уровне нашел себе Марсию 2 звезды. Без использования яйца. Жесткий типок. Кстати, будет играть на эльфах через Кири Марси. В последнем времени вот мне пишут в комментариях о том, что не только в комментариях, мне еще в чат телеграм-канала пишут о том, что стали замечать такую сборку, как играют тупо на синергии эльфов, керят Марси, собирают, соответственно, ШД, нового героя, вот этого кающегося епископа. Фу ты, еле выговорил. О, ну тут активируем. Не, ну Марси, я обожаю Марси. Просто 4200 урона. Как с куста набрила. Это и у нее еще молнии не проколи. Прикиньте, если бы у нее молнии проколи, то там забей просто. Я же, кстати, выйду немного из инкама, мне надо найти одного жреца. Пожалуйста, дай мне одного жреца. Я что, так много прошу, что ли? Мне нужен один жрец. Не жлобись. Спасибо. Спасибо, что ты ШД мне прислал. Спасибо большое. Мне, кстати, если что, в будущем пригодится. Я уже не раз показывал силу этого ШД. Этот ШД невероятно мощный. И почему я сейчас принял решение, чтобы выйти из инкама и найти себе еще одного жреца. Если я буду сейчас сидеть через лустрик, как я это делаю сейчас, и при этом не поставлю себе жрецов, я слишком сильно много хп потеряю. Слишком сильно много хп потеряю, поняли? Короче, много хп потеряю, и будут от этого огромные проблемы. Я тогда не смогу вдруг чего наролить себе нужные фигуры, выпутаться из этой ситуации, и будет мне торба. Поэтому я принял такое решение, что нужно выйти из инкама и взять себе жрецов, чтобы хоть чуть-чуть насобирать баночек. Повезет, я себе очень много хп восстановлю. Не повезет, ну, будет неприятно. Объективно. Там Котул уже в 2 звезды с антимагом, понимаю. Хотя бы антимаг не в 2 звезды, спасибо на этом. Кстати, сейчас сильных героев ставлю на первую линию, чтобы слабых героев потом чуть быстрее сбрили. Не, ну у чувака там на первом месте как-то нереально идет. Я уже молчу про чувака, который играет через котла 2-звездочного, но чуваку на первом месте как-то пожестче идет. Так вот, и не рассказал жизненную ситуацию. Если... Давайте так. Вы в своей голове проворачиваете о том, что вы думаете, сейчас такая сборочка у меня будет. Я хочу то, это, и вам оно не приходит, потому что вы об этом подумали, вы это захотели, и думаете потом по предметам. Сейчас, секунду. Я вот так думаю сейчас делать все-таки. Не, ШД я оставлю, ШД слишком сильный, он свое проклятие накинет, а если накинет 2 раза, там урона миллион будет. Так вот, вернусь к жизненной ситуации. Получается, ну вы поняли, подумали о сборке, она вам не пришла, подумали о герое, он вам не приходит. А если все вам четко приходит то, о чем вы думаете, то второй подвох, это то, что вам предметы вообще идти не будут. Вот такая вот жизненная ситуация. Я думаю, многие с этим сталкивались, уверен прям. Я уверен, что если я попрошу написать тех людей плюсик в комментарии, то 100% там соберется, ну, очень-очень много людей, которые вот подумали о сборке, она не идет.
А если идет сборка, то не идут предметы. Из-за этого вы откисаете. Уверен, что таких людей очень много соберется. Так, пандочка пришла. Возьмем, поставим чисто так по приколу. Пусть будет. Маска. Ну, на самом деле маска мне не нужна. Мне нужны молнии. Молнии не падают. И, естественно, падает капля. Капля в глаза. Я, кстати, уже 8 уровень. У меня 57 хп. Но 10, судя по всему, я быстро возьму. А вот получится ли у меня выпутаться из ситуации потом, неизвестно. Инсектоидов собирают. Ну, это дефолтная ситуация. Я тут даже не удивлен, что инсектоидов собирают. Как же чуваку Марси идет на 5 уровне, вы просто оцените это. Обалдеть. Так прикол в том, что ему еще и яйца падают без реликвии яиц. Сказать, что я в шоке, это все равно, что ничего не сказать. Но я в шоке. Это жесть. Да. А хп-то мое стремительно падает вниз. Неприятно. Я очень надеюсь, что баночки мне восстановят нормальное количество хп. Потому что если баночки не восстановят мне нормальное количество хп, будет плохо. Там еще есть чувак, который вылетел. Он мне вообще не нравится, потому что он может мой лустрик сбить. Объясню, почему я так переживаю за это. Из-за того, что он может мне сбить лустрик, я могу потерять свои плюс 3 монетки. Интересное решение. Чел... Я не знаю, что он хотел сделать. Вообще не знаю, что он хотел сделать. Но он почему-то рольнул 4-й тир. Логичнее было бы найти себе 3-й тир. Это посох жертвы. Но он почему-то не захотел этого делать. Ладно. Хозяин барин. Мне просто на самом деле интересно, что он хотел найти. А ну-ка, давайте в комментариях накидываем варианты, что он хотел найти себе. Потому что я по факту даже представить не могу, что он хотел себе найти. Ну ладно, окей. Проехали. Что я там хотел рассказать такое? Хорошие предметы у котла. Очень хорошие. А, так про Марси я хотел рассказать. Там чел на 5 уровне себе нашел 4 Марси, по сути. Без реликвии яиц. Обалдеть. Тут, походу, реально будет у него ранняя Марси. Но это проявление скиллухи. 100%. Но зато эта игра будет интересной. Будет интересная, потому что игра будет достойная, с огромным противостоянием. И на самом деле мне такие игры намного больше нравятся. Потому что ты вот чувствуешь себя полностью в чем-то коричневом. Я, кстати, баночки сейчас заюзаю. Хочу сейчас посчитать, сколько. Сейчас. Но мне чуть-чуть осталось по опыту, поэтому нужно будет добивать себе 10-й в любом случае. У меня будет еще целый 1 раунд. Жесткие, конечно, столы у моих противников. О боже. О боже. Как я мало себе хп восстановил с помощью 6 банок. Еще и Тайда открыл на 8 уровне. Короче, я открыл себе, если что... Ой, открыл. Фу ты. С Тайдом этим голову мне заморочил на своих инсеках. Восстановил себе 11 хп за 6 банок. Это, наверное, худшее восстановление по хп, которое я только мог получить сейчас. И на самом деле в такой ответственный момент я получил столько... Это очень плохо. Это очень плохо, потому что посмотрите сейчас на мое количество хп. Я, кстати, наверное, сейчас поролюсь, потому что тут раунд с мобами. Баф людей можно спокойно убирать, он мне вообще не нужен. Дарксира мы по-любому оставим. Кунка. Кунка пойдет. Но эльфов я никаким образом не выставлю. А вот Мишку мы возьмем вместо пивной панды. Все, отлично, поехали. 3 хп восстановил. Боже, это самые ужасные баночки, которые только могли мне упасть с жрецов. Самые ужасные баночки, серьезно. Ну спасибо, хотя бы от мобов нет, кис. Это меня хоть радует.
Но восстановить себе так мало хп за это количество баночек, это просто нечто. Я из-за этого даже сейчас взял себе мету, потому что, ну, это бред. Тупой бред. Сейчас минута молчания, потому что я ролюсь. Ролюсь и хочу найти все-таки темпларку. Нашел мартретку. Пойдет. Пока пойдет. Но надо дальше ролиться по-любому. Потому что с таким-то столом я откисну в 99% случаев. Только если... А, ну чил, который ко мне прийти, он уже вылетел. Джакира. Так. Сюда. Просто сюда эту прикормку. Все предметы в нее закидываю. Это единственная надежда моя сейчас. Так, что могу? Сларка продаю. Яйцо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блин, пока не могу выставить. Сейчас на следующем раунде я выставлю себе 9 убийц, и уже будет попроще играть. О, кстати, маг. А я сейчас мага буду, знаете, как контрить? С помощью Рики. С помощью Рики я сейчас буду в легкую контрить этого мага. Ну, темпларка, само собой, легко контрит магов. Но с помощью Рики я буду намного легче контрить. Сейчас, кстати, на следующем раунде надо будет заюзать мету. Я просто думал о том, что... возможно, я еще аптечки восстановлю себе хп. Правда, зачем? Короче, ладно. Это было необдуманное действие, так сказать. Необдуманное действие. Ну, бывает такое, бывает. Из головы вылетело. Гоблина-убийцу продам. Пожалуйста, дай мне темпларку, я тебя молю. Я буду ноги целовать, дай темпларку. Сейчас, кстати, с помощью Рики надо в действительности будет контрить мага и всех, кто там проказ дает. Сларка продаем, он уже не нужен. Тролля покупаем, 5 монет лутаем. Аж рифма получилась. Так, ну в этого я верю побольше. Мне нужен Рики хотя бы в 2 звезды. Сейчас выиграю раунд, сразу заюзаю мету. Да, я выиграю. Отлично. Там темпларка разваливает. Боже, если в темпларку придут идеальные предметы, то там забейте. Я буду разрывать всех и вся. У меня ж, кстати... против эльфов есть жетон отступника. На 50% больше урона наношу. Вы прикиньте, какие там цифры. Еще и минус 6 брони упало. Вообще кайф. Боже, какой бредовый предмет. Но я его пока что оставлю, потому что он восстанавливает ману. Пусть пока что живет. Свена нашел, чел. Не, челу на первом месте как-то нереально фартит на героев. Вообще как-то жестко фартит. Я сейчас Горн поставил, чтобы тянуть время. Есть, конечно, 2 мага-дракона, но как-то в 2 мага-дракона мне особо все равно. Сейчас, конечно, я поставлю против него правильно Рики. Ой, в одну клетку дает. Надо чуть будет подвинуть. Хотя, зачем подвинуть? Сейчас я Рики в 2 звезды я сделаю, поэтому двигать, в принципе, не надо. Боже, как я этого эльфа разорвал. Просто благодаря тому, что у меня есть жетон отступника. На 50% больше урона наношу по своей же расе. Либо классу. Это вообще топ. Блин, там серьезный маг-дракон, конечно, собирается. Он еще, кстати, себе, если найдет одного котла, то он, скорее всего, сделает его в 3 звезды. Если упадет еще одно яйцо. Хотя, ну его в баню, этого гритера. Но Магнуса мне по-любому нужно будет брать. Это, если что, убийца-полуорг. Он стягивает, и там урона 1 000 000. Так, кстати, еще один чел на эльфах пришел. Это тому вот чуваку, которому нереально легко Марси приходило. Ну, зато мне сейчас, если темпларка придет 2 звезды, то там торба будет.
Возможно, я в этой игре буду настолько удачливый, что я даже смогу собрать себе темпларку в 3 звезды. Но это, конечно, я слишком губу раскатал, но вероятность такова имеется. О, квапа есть. Это мне нравится. Правда, там чел на 8 уровне ее нашел, но... Что такое? Мне в целом нравится то, что здесь есть квапа. Я по-любому ее возьму. Квапа это имба. Рики у меня, кстати, стоит сейчас идеально под того мага. Его полностью накрывать буду. Ему будет торба. Но самое главное это найти этого. Себе квапу. Но в первую очередь нужна темпларка. Еще и драконий рог упал. Тут вообще имба. Боже, честно, я не думал, что она так легко ко мне придет. Я вообще не думал, то, что она может так легко прийти. Ну, предметы я пока не могу ролить из-за того, что есть эльф. Пока я не могу предметы ролить. Я подожду. Чуть позже, чуть позже. Точно не сейчас. И предметы закину в Никса. Специально против мага драконов. Предметы первого тира мне не нужны. Я, кстати, вот так вот сейчас Рики поставлю, потому что этого мага я больше боюсь. Этот дракон прям может разорвать, будь здоров. Он, конечно, еще без посоха третьего тира, но это его чисто проблемы, не мои. Этого мага я и так заберу. Я еще сейчас Рики на автопокупку поставлю. Рики на автопокупке мне нужен. Я Рики вообще хочу собрать себе в 3 звезды, но в принципе мне ну, достаточно будет 2 Рики в 2 звезды. Я тогда в дальнейшем уберу себе Горн и поставлю 2 Рики, чтобы вся вражеская доска была в сайленсе. Ну, кстати, неплохую еще способность у меня украл Никс. Миссы. Пригодятся на самом деле. Блин, ну вот это добавление щита, то, что ты не можешь сбить, если тебе не хватает урона, это вообще жестко. Это такой лютый баф для темпларки, что просто не передать словами. Просто, вот, допустим, даже тот самый темный лорд, он не сможет сбить щит темпларки, если не найдет себе посох третьего тира. Без посоха третьего тира ему тупо не хватит урона. Оу, а он с посохом третьего тира. Неприятно. Но на самом деле, если бы у меня был бы шар бездны, то мне было бы вообще плевать на этого темного лорда. Он бы не сбил мне щит. Вообще ни грамма не сбил бы щит своим выжиганием. У него тупо урона не хватило. У меня было бы 50% магического сопротивления. Котл в 3 звезды. Это печально. Да, кстати, 2 темных лорда в игре. Там один темный лорд очень жесткий. У него... Ой, какая ты сладкая булочка. Боже, как я у тебя сейчас фарману. Мне как раз нужны были деньги под 30-й раунд, потому что там есть реликвии яиц. Ой, как вкусно. Давай сюда. Я еще себе хпшечку восстановил, еще и 2 чувачка. Ну, короче, еще чувачка вынес. Ай, красота. Ну, короче, у меня есть впечатление, что мы останемся все... Точнее, я останусь против мага-дракона и вот этого вот рыцаря. И почему я останусь именно против этого рыцаря? Это потому, что у него очень много хп. И, скорее всего, мне даже перчатка 5-го тира не понадобится. Ой, у него там цепочка, это неприятно. Цепочка будет лететь в мою темпларку в первую очередь. Это будет больно. Но на самом деле странно, почему он предмет 4-го тира искал, а не предмет 3-го тира? Потому что предмет 3-го тира ему как бы нужнее. Посох 3-го тира все-таки как-никак. Ну, ладно, хозяин-барин может... Ну, на самом деле цепочка 4-го тира, она неплохая. Она хорошая. Она привяжет на место какого-то либо керри в его области, если будут какие-то герои, то и их привяжет. Ну, там, короче, полезный предмет. Не скажу, что он бесполезный. Кстати, я только сейчас вспомнил о том, что мне надо немножко всех подальше от темпларки поставить, иначе они повязнут в этой цепочке и их сметут очень быстро.
Так, ну тут чел играет через Драксира с щитом 5-го тира. Неприятный щит 5-го тира. А ладно. А ладно. Было и было. Сейчас немного потерплю, ничего ролить не буду. Хочу посмотреть, что мне на 30-м раунде за реликвия упадет. И от этой реликвии буду уже отталкиваться. Если сбить ему хоть раз стаки на его посохе, то у него уже не хватит урона, чтобы сбивать щит моей темпларки. Хотя не, еще хватит. Надо прям в ноль вывести этот посох, чтобы не хватило урона. Это если бы у меня темпларка была в 3 звезды, тогда бы 100% не хватило урона. А так, пока что ему урона хватает. Но в любом случае, темпларка жесткая. Из-за того, что апнули этот щит, темпларка нереально жесткая теперь. Этот щит так просто не сбить. И раньше был жесткий щит, но сейчас он намного жестче, этот щит. Агоним Джакира. Но если Джакира соберет в 2 звезды, то это будет жестко. Это очень жестко будет. Но ему на самом деле посох 3-го тира надо найти. С посохом 3-го тира он в легкую будет разрывать всех. Бам! Боже, как это много урона. Прости, эльф. Простите, ребята. Инсека вынес. Инсек в топ-4 отлетел. Все. Как я и сказал раньше, я остался против рыцаря древних и остался против мага дракона. Мне нужно 2 рики будут. Как только вынесу рыцаря плюс древних, ну, либо просто вылетит из игры, мне по-любому нужно будет 2 рики. Я оставлю 2 рики, закрываю полностью всю вражескую доску сайленсом, и маг будет плакать кровавыми слезами. Да на самом деле даже рики в 3 звезды можно собрать. Там просто рики посередине ставишь, там такая огромная область сайленса, и она такая долгая, что... Сочувствую заранее ему. Сейчас предметы тоже не роли, потому что может упасть на 30-м раунде мне мастерская бума. И с помощью мастерской бумы я могу... Ну, не знаю. Я и так планирую предмет 5-го тира искать. Мне и кераса подойдет. Мне и перчатка подойдет. Я, конечно, хочу перчатку. Потому что там урон дает, все такое. Потом... Да, надо перчатку. Короче, перчатку хочу я. Сумка. Не, хрень, ролим. Да, надо рандомить. Я не верю в сумку. Хотя ладно. Хотя ладно. А вдруг? Просто она такая хрень не может упасть. Поэтому я перестрахуюсь лучше. Так, ну эти все предметы мне не нужны. Я бы взял себе бессмертие, но я не хочу это бессмертие. Там человек, кстати, на посохе стаки потерял. Ну, криты, кстати, подойдут. Квапа наконец-то пришла. Спасибо. Сейчас подождем еще один раунд. Ну, кстати, наверное, ведьмаков соберу себе. Для гарантии, что вот мне сейчас перчатка 5-го тира не упала, я сейчас соберу себе ведьмаков, поставлю лучше ведьмаков. Чтобы 100% быть уверенным, что я этого рыцаря в легкую снесу. Я еще предметы в Никса закинул, чтобы он свои карапасы успел закастить. Вот, кстати, маг-дракон. Лови от Рики Сайленс. Боже, в каком он шоке сидит, когда на нем Сайленс висит. Найду БКБ, я его за Сайленс буду сносить. Если тупо найду БКБ. О, а тут меня, кстати, чел на Дарксире вынес. Интересно, почему и как? Чисто из-за того, что у меня половина стола в 1 звезду? Поехали. Ладно, уберу вот этих вот ШД. Буду искать себе ведьмаков все-таки. Ну, чтобы 100% выносить его. А ведьмаки сегодня будут? Я немного там сролил денег. Яйца пока что оставлю.
А в этот раз я его снес. Снес же? Снес. А каким образом я его снес? Наверное, там щиты у него хорошо прокнули, поэтому я его не смог снести. А у меня криты не прокнули. Поэтому, скорее всего, в тот раз у меня и снес. Поэтому... Ну, с натяжкой я его, конечно, снес. Ну, короче, я думаю, что стоит отказаться от этих ведьмаков. В 3 звезды Никса не имеет смысла собирать. Ну, такое себе у него улучшение, на самом деле, в 3 звезды. В 2 звезды его намного лучше хватает. Мне сейчас самое главное, чтобы мне пришел еще один Рики. И Квапа в 2 звезды. Ну, на сдачу, конечно, можно было бы, чтобы пришла и Мартредка в 3 звезды. Кстати, предметы, если что, перекинул в Квапу, потому что я хочу ломать противнику своему позиционку и наносить чистый урон. Так, Маг-дракон там постоянно, видите, переставляет от моего Рики. Но он не понимает, что я за ним слежу. Он думает, что он уйдет от моего гнева. Ага. Хорошо, там Лина лагуну свою закинула-то. Ой, Квапа не туда закастила свою способность, из этого котел успел. Котел успел. Не, на самом деле, этому котлу не хватает всего лишь посоха 3-го тира. Вот серьезно. Был бы у него посох 3-го тира, то был бы иной разговор. Но так у него посоха 3-го тира нету. Чел там уже, кстати, потерял стаки на посохе, поэтому... Где он? Ну, короче, он потерял свои стаки на посохе. Можно спокойно сейчас отменять ведьмаков. И тупо не париться за этих ведьмаков. Хм. Рыжего лиса можно попробовать собрать. Кстати, вот этого чертолета соберу в 2 звезды, чтобы чисто был плотный герой какой-то на первой линии. ШД я, конечно, хочу собрать в 2 звезды, хотя бы поставить его на свой стол. Хотя, если я останусь против мага, мне не будет какого-либо смысла ставить себе ШД. Вообще никакого смысла не будет. На самом деле, насколько это жестко. Ой-ой-ой! Тупо котлу не дал закастить сейчас. Хорошо. И рыцаря древнего сношу. Вообще имба. Не, все, им торба. Им торба. Если мне сейчас падает БКБ, то там забейте. Там без шансов. Что мне нужны за предметы 4-го тира? МКБ, БКБ, Арчит. То и все. 3 предмета, которые мне необходимы. Не, на самом деле, знаете, какой мне еще предмет нужен? Мифриловый доспех. Я хочу себе мифриловый доспех, чтобы скидывать цепочку мага-дракона. У него как раз вон есть цепочка, и я хочу ее скидывать. Это чтобы, когда цепочка ко мне прилетала, я просто брал и на темпларочке такой: добрый вечер, а я здесь. Ну да, видите, там один угол, ну, правый верхний угол, он без сайленса, поэтому мне придется немножко расстановку Рики поставить иначе, чтобы 100% летел. Ух, боже, как под заказ упал мифриловый доспех. О, боже, какие у меня предметы. Какие у меня прекрасные предметы, бог ты мой. Я не верю своим глазам. Вообще не верю своим глазам. Магнуса тоже не имеет смысла собирать в 3 звезды. Поэтому будем собирать Мартредку, будем собирать Рики, Рыжего Лиса, Квапу в 2 звезды. Ну, я, конечно, не верю, что у меня получится в этой игре темпларку себе собрать, но хп у нас, в принципе, предостаточно у всех. Поэтому шансы имеются. И сейчас я, если что, Рики таким образом поставил, чтобы 100% сайленс полетел в тот угол. Потому что тот угол был не под сайленсом, к сожалению. А там у него стоит сейчас котел. Он еще 11 уровень себе взял, кстати. Но ему, кстати, Джекир не приходит. А он с Хексом. Мой мифриловый доспех будет гулять лесом, потому что он всего лишь заблокирует один из предметов. И, скорее всего, это будет этот Хекс. Да, если что, то Хекс блокируется. А, кстати, я тут проиграл раунд, потому что я не смог пробить Темного Лорда. Прикиньте. Каким образом это получилось, я не знаю. Ну, вот таким вот образом получилось. Тупо не смог пробить чела, потому что синергия рыцарей прокнула, прикиньте.
Да. Я, конечно, в это не верю. Но, возможно, в этой игре у меня получится собрать себе темпларку. Я... Тьфу-тьфу-тьфу. Но я очень хочу попробовать собрать себе темпларку. Я, кстати, если что, сейчас поменял немного расстановку, потому что чел с Дарксиром прилетает под мою темпларку, начинает ее там немножко задалбывать. А это плохо кончается для меня. Поэтому сейчас поставил на первую линию темпларку. Я думаю, тут будет намного получше ей. Так, чел расстановку не поменял. Так что держись, молодой. Он в квапу закинул, кстати, Аганим. Хорошая, кстати, идея была закинуть в квапу Аганим, но нет. Нет. Боже, будет у меня БКБ, забейте, я его снесу. Чел там щит 5-го тира нашел. Квапа. Квапа, пожалуйста, приди в 2 звезды. Hey there, warriors. I'm Phoenicia Wan. Just got here, so go easy on me, okay? Яйцо или темпларку? Яйцо это или темпларку, пожалуйста. Кого-нибудь. Кого-нибудь из них. Пожалуйста. Им всем хана. Я собрал... Я впервые собрал себе темпларку в 3 звезды без золотых роллов. Просто. На характере. Сам. Ха. Даже особо без слез. Да ну не все, не, забейте. Теперь мою темпларку хрен кто остановит. Это машина. Бам! Бам! Давай. Забейте, все. Тупо забейте. Я вынесу всех. 120 блока урона на щите. Куча урона с щита. Ух, там просто забейте. Еще и много слоев этого щита. Я теперь, кстати, поставлю 2 Рики. И пусть они молятся. Сейчас будет глобальный сайленс по всем. Хочу попробовать все-таки мартретку собрать в 3 звезды. По-моему, 40-й раунд мы доигрываем. Но вот мифриловый доспех сейчас на самом деле меня подсейвивает чисто от того, что там у чувака есть хекс. У меня только прилетает цепочка. А, еще и дум в лицо прилетел. Вот это плохо. Это очень плохо, то, что у меня дум прилетел. Хотя вроде все равно. Не, ну БКБ мне по-любому нужно, потому что этот дум, он будет меня триггерить. Дум будет лететь чисто в моего керри. А еще мне не хватает одной мартретки для того, чтобы собрать ее в 3 звезды. И я надеюсь, что у меня это получится. Я надеюсь, что сейчас упадет реликвия яиц. Ну, кстати, вот так вот сейчас поставлю себе типочков. Полностью покрою областью сайленса всех. Надо будет искать БКБ. Да, сейчас предмет упадет с этих мобов. Надо будет найти себе БКБ по-любому. ШД мне, по сути, не нужен. Но пусть будет. ШД на самом деле очень полезный герой. Под убийц так тем более. Если собрать ШД в 3 звезды под убийцу, там забить там столько урона будет лететь, что ну его в баню. Там огромное количество урона будет лететь под ШД. Красота. Ну, погнали. Яйцо, пожалуйста, дай. Рики, хорошо. Рыжий лист так хорошо идет. Так, яйцо одно есть, отлично. Рики еще один есть. Это продадим. Рики возьмем. Но я апну мартретку. Я очень хочу апнуть мартретку. У меня хп много. Я думаю, я спокойно сейчас раунды переживу. И мне надо сейчас рольнуть предметы. Вот это предметы рольну.
Надо БКБ. Я рискну. Все, забейте. Все, это поминки. Забейте. Все, помянем мага. Ему просто торба сейчас. Во-первых, я и Дум скину с себя. Да я все с себя сейчас скину. Просто смотрите, что сейчас будет происходить. Бам! Бам! Ха-ха! До свидания! Не, это забейте. Это забейте. Как мне все хорошо шло. И предметы, и герои. Нет, темпларка могла намного раньше прийти, но спасибо хотя бы, что она так пришла. Потому что я помню игру, где я темпларку в 2 звезды не мог найти до 45-го раунда. Я на 46-м раунде себе нашел тогда темпларку в 2 звезды. Прикиньте. А 10-й уровень у нее был на раунде, по-моему, 19-м. Это было жестко. Не, ну какая красивая темпларка. Ну тут даже добавить, понимаете, нечего по поводу этой игры. Просто сильная темпларка, которую размазала всех и вся. Ну это темпларка в 3 звезды на секундочку. Кайф? Кайф. Как такое контрить? Только молиться на самом-то деле. Ну и 2 Рики поставить против мага, это круто. Ну и Никс, если успевает ману набрать, то там еще карапасы будут у Никса. Там очень много урона вернется. Он еще поставил себе 4 богов для спама, но это ему не помогло. Ну так же самое, если бы я собрал себе Рики в 3 звезды, то там был бы огромный сайленс, который был бы очень долго, и он со своим котлом бы вряд ли что-либо сделал. Хотя, ну да, у него там не было шансов. Не, шанс был. Давайте так, шанс был, если бы Doom накинулся раньше, чем мой щит юзнулся на темпларке. И тогда было бы печально. Хотя на самом деле у него там Doom не очень много урона носит. Если он 120 урона не превышает, то стаки щита не падают. Просто тогда я щит второй не смогу юзнуть очень долгое времени. А вот вся сила кроется в этом щите. Все-таки как-никак этот щит поглощает весь урон. И если 120 урона не превышается, то этот щит невозможно сбить. А ты получаешь тонну урона, чистый урон по области еще. Короче, ты прям лютый подсейф имеешь. Но тоже, такую темпларку тяжело собрать. Думаю, с темпларкой в 2 звезды мне было бы намного туже. Но, если бы у этого мага не было столько предметов на контроль, а у меня был бы просто мифриловый доспех, они бы меня ничем не контрили, я их бы спокойно выносил. А так у него просто была и хекс, и цепочка. У него очень много было контроля. Пытался контролем задушить, но чуток не помогло. Я его переиграл. Все-таки 2 Рики поставил. Ну, короче, 2 Рики зарешала. И темпларка в 3 звезды еще тоже зарешала. Ну и на самом деле БКБ это была точка в этой игре. Если бы у меня БКБ, конечно, на 35-м раунде упал, тогда бы тоже было ГГВП. Ладно. Не буду скажем так, хотя я уже и так растянул концовку. В общем, что думаете по поводу этой игры? Напишите в комментариях, не забудь поставить свой лайк, подписаться, если не подписан. И у моего канала есть телеграм-канал, который закреплен в описании под видео, в комментариях под видео. И на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи.